Это видео предназначено в первую очередь для тех людей, у которых в детстве вообще не было папы, например, или мамы, то есть для девочки, которая выросла без отца, или для мальчика, который вырос без отца. Такая ситуация чаще распространена в нашей стране. Ну и для тех, которые выросли, например, без матери или вообще без родителей в детском доме. Вторая ситуация: если родители подвергали вас пренебрежению, то есть они уделяли вам мало внимания, времени, заботы, был очень формальный уход, либо же ваши родители могли куда-то отъехать, оставив вас, например, с бабушкой, то есть они вас бросали на какой-то короткий или более продолжительный период времени, и какую-то часть своей жизни вы прожили без родителей, то есть вам тоже чего-то не хватило в отношении к вам с их стороны. И третий вариант — это если вы уже проделали черную половинку, написали черное письмо родителям, выплеснули свой гнев, то есть вы с третьей стадии сюда плавно перешли на четвертую стадию, это депрессия. Какие следствия имеет для вас в жизни, если у вас есть какие-то нереализованные эмоциональные потребности? Давайте сначала посмотрим вообще, какие существуют нереализованные эмоциональные потребности, в чем заключается суть вашей ситуации. Родители в детстве должны нам, всем детям, делать что-то, какие-то определенные вещи, для того, чтобы наша психика могла развиваться и стремиться к своему наиболее полному развитию. Это называется эмоциональные потребности, они должны удовлетворяться. Самый большой пласт этих эмоциональных потребностей должен быть удовлетворен именно с возраста 3 лет, когда у нас образуется индивидуальная идентичность, до 6 лет. Но тогда ядро нашей личности, формируется ядро характера и нашей идентичности. Но все последующие годы, конечно же, тоже важны. Итак, что же это за потребности? Первое — это потребность в защите. Когда ты знаешь, что твой родитель тебя никогда не бросит, не предаст, не уйдет, не оставит одного, ты можешь на него полностью положиться, расслабиться. И ты знаешь, что если с тобой случится какое-то горе, трагедия, ВИЧ-инфекция, рак, ты обанкротишься, обеднеешь, землетрясение, кораблекрушение, тебе всегда есть на кого положиться. Ты можешь доверять людям. И если какая-то ваша потребность не удовлетворена, то вы потом будете ее экстраполировать на отношения с другим человеком. Например, если вы девочка, о которой папа не позаботился до конца, то вы потом про своего мужа можете думать, что он вас не защитит, и у вас будет страх перед жизнью, вы будете чувствовать себя беззащитной. Вторая потребность — это забота. То есть, чтобы вас кормили, одевали, укладывали спать, ходили в аптеку, чтобы думали о том, как вы будете комфортно себя чувствовать, заботились о вашем здоровье, о вашем теле, о вашем физическом состоянии. Третье — это подарки. Четвертое — внимание и время. То есть, когда родитель вами интересуется, он уделяет вам свободное время и внимание. Какие-то совместные интересные дела, совместное времяпрепровождение, посещение рыбалок, прогулок, зоопарков, а не только пивных с друзьями, чтение книжки на ночь, совместные игры, обучение кататься на велосипеде, что-нибудь вместе починить, поделать и так далее и тому подобное. Следующая потребность — в нежности, в физическом контакте, чтобы родитель был для вас хорошо, четко осязаемый, вы рядом с ним на физическом уровне могли себя чувствовать комфортно, рядом с ним посидеть, у него на коленях, обнять, поцеловать. Следующая потребность — это в эмпатии, чтобы он понимал ваши эмоции, мог реагировать на них адекватно. То есть, когда вам грустно — утешить вас, когда вам страшно — успокоить вас, когда вам злиться — позволить вам позлиться. Следующая потребность — дать какой-то совет, помощь и руководство. Еще одна очень важная потребность — это в похвале, чтобы родитель словами назвал, какие он видит в вас позитивные черты, чтобы он сказал: ты умная, ты красивая, ты сильная, я в тебя верю, ты самая лучшая. И потребности более тонкого уровня — это чтобы он мог именно увидеть вас настоящего, вашу индивидуальную идентичность. Например, если у вас сильно развит артистизм, очень хорошее чувство вкуса, эстетики, чтобы именно за эти ваши качества вас ценили. Или, например, если родитель экстраверт, то чтобы он понимал и признавал в вас ваш темперамент, то что вы интроверт. И это называется уже уважение и принятие. Такая
потребность. И потребность в похвале, она может быть реализована как в виде потребности в восхищении, либо потребность в благодарности. Если ваши преобладающие эмоции — это чувство вины, то вы в большей степени нуждаетесь в благодарности, типа «спасибо большое за то, что ты это сделал, ты так старался, я тебе очень благодарна». Или потребность в восхищении: «Ты самый красивый, ты самый умный, ты это сделал лучше всего на свете». Это те, у кого стыд, те больше нуждаются в восхищении. Есть и потребности более высокого уровня. Например, девушка, которая общается со своим отцом, чувствует небольшую неловкость, когда она пытается разговаривать о своих чувствах, потому что она понимает, что у него есть стыд свободно выражать свои позитивные эмоции. И у нее есть такая потребность, чтобы мы могли свободно выражать свои позитивные эмоции в отношениях друг друга. Либо же, если у сына не было отца, то у него могут быть такие основные эмоциональные потребности: в похвале, поддержке и совете. Как понять, какие у вас есть неудовлетворенные потребности? Если у вас вообще не было отца, то, соответственно, у вас нет и никаких удовлетворенных эмоциональных потребностей. Они все не удовлетворены, огромный провал. Либо же, если у вас был, например, родитель, да, то вам может не хватать каких-то отдельных, точечных именно удовлетворения потребностей. То есть, например, потребность в защите, заботе будет удовлетворена, в совете, может быть, даже гипер, то есть он постоянно что-нибудь советует, подвергал вас контролю. Да? Но, например, не хватает именно уважения, признания, полного принятия вашей личности и похвалы. Какие будут для вас специфические последствия, если ваши эмоциональные потребности какие-то будут не удовлетворены? Во-первых, это будет грусть, чувство тоски, страдания, огромной жажды любви. Вы будете хотеть, чтобы вам кто-то что-то дал. Вы будете чувствовать, что вам не хватает любви. Это будет очень такое смутное чувство, которое вас будет увлекать на то, чтобы стараться эту любовь каким-то образом получить. Короче говоря, вы себя будете чувствовать недолюбленным и несчастным. Второе, вы можете попадать в какой-то любовный сценарий, то есть связываться во взаимоотношения с какими-то людьми, от которых вы будете стремиться дополучить именно эти недостающие эмоциональные потребности. Любовный сценарий может заключаться в том, что вы выбираете себе человека, рядом с которым вы себя чувствуете примерно подобным образом, как вы себя чувствовали со своим родителем. И это запускает у вас такую на автомате как бы эмоциональную схему, и вы чувствуете, что вот именно он вам нравится. То есть он в чем-то похож на вашего родителя, вы думаете: о, вот от такого-то похожего на него я сейчас и попробую вот это все дополучить. Либо же ваш любовный сценарий может заключаться в том, что вы просто соглашаетесь на отношения очень низкого качества. И третья ситуация, как это может на вас отразиться, наличие неудовлетворенных эмоциональных потребностей. Если вы вступаете в отношения с человеком, который может вам дать удовлетворение ваших эмоциональных потребностей, то у вас может включиться эмоциональная схема эмоциональной депривации. То есть когда вы думаете, например, если вы девушка, ваш папа, например, вас не хвалил, вы не были ему нужны, он никогда вам не дарил подарки. И вот вам сейчас попался нормальный классный парень, который вас любит, ценит, уважает, принимает, хочет о вас заботиться, но вы сами думаете, глядя на него: он меня не любит, он мне не подарит подарки, я ему не нужна, он не захочет обо мне заботиться. То есть на основании отношений с папой вы сделали такие выводы, у вас сформировались убеждения: меня не любят, обо мне не позаботятся. И тогда они отражали реально существующую действительность. Но теперь в отношениях с этим парнем у вас включился перенос. То есть вы уже на него эти суждения переносите и навешиваете, и от него уже этого ожидаете. Хотя это может не совпадать с действительностью. И тогда вы в отношении этого парня будете испытывать преувеличенную обиду, преувеличенную злость и преувеличенную неадекватную недоверчивость, в результате чего качество ваших отношений с этим хорошим, нормальным, адекватным парнем может портиться и ухудшаться. Как нам с вами быть в этой ситуации? Из нее выйти очень легко и, более того, даже приятно. Первое, что вы должны сделать, это осознать, каких потребностей вам не хватало. Как это делать? А делается это очень легко. Например, даже я на сеансе, вы сами все знаете, спрашиваю своих клиентов: ну хорошо, а чего вам не хватало от папы? Например, вы чувствуете, что у вас есть грусть. Мы приходим к выводу, что это папа. Ну чего вам не хватало? Ну даже не знаю. Ну подумайте, чего?
И все безошибочно говорят вот это и вот это. То есть если вы к себе прислушаетесь, вы посмотрите на свою жизнь, вы постараетесь сформулировать, чего вам не хватает. От неудовлетворения каких эмоциональных потребностей вы страдаете, вам грустно и вам не хватает любви. Вы сможете их сформулировать. Не хватает ли вам заботы или тактильного контакта, или вам не хватило подарков, или вам не хватило похвалы, нежности или принятия, или еще чего-то, например, полного уважения и какой-то свободы. Второе, что мы должны сделать, это написать письмо своему родителю. Но на этот раз это будет такое письмо: дорогой папочка или дорогая мамочка, я тебя очень любил, я очень хотел, чтобы ты меня то-то, сё-то и то-то, сё-то, я очень грустил и страдал, когда у меня этого не было. И вы просто выражаете и выплескиваете все эти эмоции в абсолютно свободной форме, так как вам это придет в голову. И третье, что вы делаете, это самая классная техника, она почему-то применяется очень редко. Да и вообще про эту белую половинку часто забывают. Вот анализ черной половинки делают, а на белую почему-то не обращают внимания. И это не позволяет полностью принять свою ситуацию. То есть человек застревает и тормозит на этом. Еще одно письмо – это письмо с обратной стороны, когда вам родитель уже пишет письмо, но вы его пишете сами от имени своего родителя. Сейчас я вам приведу пример. Привожу пример письма дочери по отношению к своему папе. Дорогой отец, мой любимый, родной папочка моей мечты, от которого я так хотела получить что-то, чего теперь сама даже не знаю. И да, сразу вам хочу сказать, что поначалу, опять же, вы можете испытывать чувство какой-то неловкости, застарелой обиды и такого: ну я даже не знаю, что мне писать, я уже даже ничего не хочу, нет, мне ничего не нужно от моего родителя, я уже в нем разочаровался, спасибо, уже поздно. То есть вы можете сказать: я даже не знаю, что писать, не знаю, какие у меня потребности, просто попробуйте продолжить. И поначалу вы просто немножко уже заскорузли, а потом вы расшатаете себя и пойдет. Все это было так давно и началось так рано, что мне сейчас даже уже как-то и сформулировать сложно, какой любви я хотела и ждала. Когда мне исполнилось 3 года, ты куда-то уехал. Тогда вы с мамой поссорились, и вы расстались. Маму настигла бедность и опасность жизни. Я не знала, из-за чего вы ссорились. Я просто хотела, чтобы вы были вместе, и ты был рядом со мной. Тогда нам тяжело пришлось. Мама работала на 2 работах, я жила у бабушки. Папа не защитил. Это раз. Ненадежность, страх перед жизнью, отсутствие стабильности и благополучия. Я себя чувствовала так, как будто бы присел с голой попой в поле, открыв свою попу всем ветрам. Я себя чувствую так и до сих пор, когда работаю, стараюсь заработать как можно денег на будущее, чтобы вдруг не обеднеть в случае чего. Потом ты вернулся, но ты был уже какой-то другой. Строгий, опасный, и рядом с тобой я всегда стеснялась саму себя. От тебя не было нежности. Сначала я как радостная собака верила, что вот сейчас недоданное и накопленное за все эти годы как реализуется. Но я тебя боялась, потому что ты был непонятный. Сначала я ждала, что мы будем вместе куда-нибудь ездить, как раньше. Ты мне будешь читать книги, интересоваться моей жизнью. Я помню, как рассказывала тебе про тот летний эпизод из лагеря, а ты меня совсем не слушал. Твой взгляд был устремлен в пустоту, и было видно, что ты задумался глубоко о чем-то своем, а на меня тебе просто наплевать. А потом ты напился на мой день рождения, как и в другие разы, и даже меня не поздравил. Рядом с тобой я чувствовала неприкаянность, пустоту, стыд, неловкость, зажатость, телесную зажатость. Тебе было все равно, что я есть. Я это знала. Очень многое из моего самовыражения тобой уже тогда не принималось и не понималось. Мой ум казался тебе тупым, моя интеллигентность непонятной. Я была как принцесса, которая вынуждена была быть дочерью свинопаса. Я чувствовала обиду, уязвление гордости за то, что должна была терпеть это отношение к себе. Что я чувствовала? Обиду, смущение, надежду, разочарование. От тебя я бы хотела получить. Первое — признание своего ума, восхищение им. Второе — признание своей элегантности и утонченности, и восхищение за это. Чтобы это было озвучено в виде слов и блеска в глазах, когда ты смотришь на меня. Третье — комфорт, покой и телесную расслабленность. Чтобы ты тянулся меня обнять, можно было сидеть с тобой рядом. Больше восхищения, как можно больше совершенно неадекватного преувеличенного восхищения, признания, радости от того, какая я классная есть у вас с мамой. Радость от того, что я просто есть. Четвертое. Чтобы ты был рад, что я есть, и чтобы тебе было не все равно. Пятое. Нежность.
Шестое. Забота. Чтобы ты сказал: я всегда о тебе позабочусь, не брошу тебя, ты можешь на меня положиться, мне очень важно, чтобы у тебя все было хорошо. И последнее, чтобы я просто была нужна. Не просто так я есть, это само собой разумеется, а чтобы это была награда, то, что я есть. Вот, то есть видите, тут как раз удалось человеку, это я придумала это письмо, нашему вымышленному воображаемому человеку, сформулировать именно такие очень-очень тонкие, сугубо специфические потребности, которых именно не хватало. Вот тут больше идет акцент на восхищение, блеск в глазах, и чтобы это было произнесено какими-то конкретными фразами. И очень важно сформулировать именно, какие конкретно фразы вы хотите, чтобы родитель вам сказал. Для кого-то это очень важно: дорогая доченька, ты у меня самая необычная, я в тебя верю. Или сынок, какой ты у нас получился талантливый, какой же ты классный. Мы все время хотели, чтобы ты был врачом, а ты, оказывается, такой великолепный пианист. И если вы чуть-чуть поразмышляете, то вам удастся эти слова подобрать со стороны родителей. Это поможет вам еще четче сформулировать эти потребности. И потом я вам объясню, для чего нужно формулировать эти потребности. Давайте сейчас объясню. Значит, эти письма мы пишем, во-первых, для того, чтобы преодолеть траур, чтобы прожить траур, чтобы понять, что эти потребности эмоциональные уже не будут удовлетворены родителями нашими. Вот, и место этих потребностей, оно лежит в прошлом. И тогда вы все эти свои негативные эмоции, грусть, печаль, тревогу, тоску, надежду, разочарование, которые я перечислила, объединяете со своими мыслями, то есть максимально полно их осознаете. И когда вы пишете эти письма, а потом читаете их, вы тоже плачете, рыдаете и выплескиваете эти эмоции. И вы лишаетесь иллюзий, то есть вы теряете иллюзии и в отношении родителей, и в отношении самих себя. То есть происходит максимально полное принятие вашей собственной жизни в ее реально существующих обстоятельствах. И второе, для чего это нужно: после того, как вы максимально четко для себя эти потребности сформулируете и осознаете, потом уже после написания этих писем вы будете их знать и помнить. Например, у меня есть вот такая-то потребность, и вот такая, и вот такая. И потом уже, после того, как вы будете осознавать эти потребности, вы об удовлетворении их сможете так попросить, что они удовлетворятся в ваших текущих отношениях. И тогда они будут по-настоящему удовлетворены, и вы уже станете просто максимально счастливым. Вот прям честно отвечаю, это работает. Это просто какое-то волшебство. После того, как люди пишут это письмо, их прямо максимально попускают, и они становятся очень счастливыми. Это просто вот так вот, прям как рукой снимает, прям как бабка отшептала. Вот реально, то выходили прям маялись, чувствовали себя ненужным уже 10-15 лет, в этой депрессии невротической проходили, а сейчас раз, и счастливый такой, еще никакие потребности даже не удовлетворились, а вам уже и не надо прям этого. Вот прям очень круто. Вот. И сейчас давайте почитаем письмо, которое вот эта девочка, да, наша, она сама садится, тоже пишет от лица своего отца. Дорогая дочка, прости меня, пожалуйста, за то, что я был такой дурак. Ты даже себе представить не можешь, как я тебя люблю. Я никогда не говорил тебе об этом, но еще когда тебя только принесли из роддома домой, и ты спала в своей кроватке ночью, так похожая на маму, такая маленькая, красная, морщинистая и сопящая. Я сидел рядом с тобой всю ночь, и я не мог нарадоваться тому, что ты есть. Я так прекрасно себя чувствовал. Это было самое счастливое время в моей жизни, и я тогда был самым счастливым человеком на свете. Я понял, что я жил не зря, что со мной происходит что-то такое огромное и большое, чего я даже не могу вместить в свою маленькую посредственную грудь. Прости, пожалуйста, меня за то, что наши отношения с матерью отразились на тебе. Я не понимаю, что пошло не так и почему так получилось, что мы все время начали ссориться. Тогда я просто не мог иначе. Но мне чего-то не хватило для того, чтобы защитить и оберегать тебя. Я был просто дурак, молодой, неотесанный парень. Я совсем не умел строить отношения. Да мне даже и сейчас тяжело сформулировать. Слишком рано я взял на себя такую ответственность. Я не то чтобы разлюбил твою мать, я просто не мог с ней найти общий язык. Конечно же, ты была абсолютно ни при чем. Но потом я уже
как-то отвык от тебя, и я уже не мог понять, как с тобой наладить общий язык, ты уже была ближе как бы с мамой, а не со мной, я уже не хотел вмешиваться в ваши отношения, портить их, я выбрал самый легкий путь, это самоустраниться. Но я всегда любил тебя, я до сих пор тебя люблю, я просто не умею это выразить, я не понимаю своих чувств, я не умею их высказывать, но я всегда о тебе думаю, я очень сильно к тебе привязан, и я очень хочу, чтобы ты была самая счастливая. Я был сломлен жизнью, как-то подавлен ею. Мне очень жаль, что все, на что меня хватило, это просто кое-как, как корявое тупое полено, быть на задворках твоей жизни. Прости меня, пожалуйста, доченька, я очень горько сожалею. Я просто молча, глухо, но очень крепко тебя люблю. Я хочу, чтобы ты была самая красивая, и чтобы ты знала, что ты можешь быть любимой, чтобы ты была счастливой, чтобы рядом с тобой был мужчина, который будет о тебе заботиться, который будет проявлять по отношению к тебе нежность и скажет все те прекрасные слова, которых я не смог сказать тебе. Конечно же, ты самая умная, и ты самая красивая. Я просто стыжусь даже замечать это. Я даже не знаю, умная ты или красивая или нет. Для меня вообще это не важно. Для меня ты любая будешь, абсолютно самая любимая. Всегда на свете, при любых обстоятельствах. Твой папа. Написание ответного письма имеет несколько нюансов. Это зависит от того, как вы сами чувствуете, любил вас родитель или не любил. Если вы чувствуете, что родитель вас любил, то вы пишете: «Я тебя любил, я просто не мог этого сказать», и пишите, как любил. А если ваши отношения с родителем были настолько ужасные и настолько плохие, что вы никак вообще не можете себя изнасиловать и пересилить, и заставить себя написать, что он вас любил, он просто был вообще просто никакущий, ужасный, и вы понимали, что он вас не любил, не был к вам привязан, то тогда вы можете написать: «Прости меня, пожалуйста, за то, что я такой дурак, тебя не любил». Вот. И вы можете объяснить, почему не любил, потому что меня самого били в детстве и так далее и тому подобное. То есть вы пытаетесь симпатически понять своего родителя, встать на его место. Но самое главное — это то послание, которое вы бы сделали, если бы вы сами находились на месте этого родителя. Это очень трогательная практика, и она очень обогащающая, поэтому я рекомендую вам всем ее попробовать. Сейчас мы с вами вообще прям все лайфхакнем, и будет супер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите моих новых видео. Желаю вам всем быть долюбленными. Всем пока!